Все, что касается кардамона, куда его употребляют, зачем, куда его засовывать, с чем его едят, с чем его не едят. В общем, все. С самого начала я вас предупреждаю. Кардамон – это одна из тех специй, с которыми можно ехать только в одну сторону. Понимаете? Точно так же, как соль, как ваниль. Если вы хорошо разобрались в кардамоне, если вы его используете в своей еде, любая другая еда без кардамона вам будет казаться невкусной просто. Относитесь к кардамону осторожно. Он очень-очень-очень вкусный. Вот не верите мне, у шведов можете спросить, они там так плотно сидят на кардамоне всей страной. Это вам предупреждение. Если вы начинаете готовить с кардамоном, обратного пути уже не будет. Фу, так противно немножко пахнет. Знаете, чем оно пахнет? Оно мне напоминает пожар в аптеке. Особенно вот этот вот черный кардамон, вот этот вот, он мне напоминает пожар в аптеке. Вот после пожара такой. Неприятный запах. Вот как так получается, что вот это вот растение с таким неприятным, комфортным, таким горелым, аптечным таким запахом эвкалиптовым, как это растение стало третьим по стоимости во всем мире из всех специй? Ну, давайте разберемся. Ваниль, конечно же, все используют. Ваниль, ванилин, там, у кого на что денег хватает. А вот когда к ванили добавляешь кардамон, ваша выпечка приобретает такой аромат, такой профессиональной кондитерской. Это так классно. Вот открываешь дверь в дом, а тебя встречает... Иди снег греби. Не-не-не, вас встречает запах свежих булочек с ванилью и кардамоном. Рецепт, кстати, вот тут вот. Только добавьте туда сантиметра 4 так ванили и пол чайной ложки кардамона, граммов 50 меда. А я мучное после праздников не ем. За кого вы нас принимаете? Такое мучное едят все. Родом кардамон из юго-западного района Индии, Малабарское побережье, вот недалеко от Шри-Ланки и так вот наверх, по западу Индии. Но, кстати, сейчас самым большим производителем является Гватемала, потому что чуть больше 100 лет назад один немецкий производитель кофе там выкупил половину Гватемалы и засадил ее прям кардамоном. Сейчас Гватемала производит около 25 тысяч тонн в год кардамона, тогда как Индия, которая является самым большим потребителем, производит в хороший год около 15 тысяч. Больше всего распространены два вида кардамона. Такой вот зеленый маленький и черный такой побольше. Непонятно почему, но зеленый кардамон, он называется настоящий кардамон. Я не знаю почему. На самом деле нам не важно, кто там чем меряется в мире кардамона. Нам самое главное, чтобы вкусно было. В магазинах чаще всего продают зеленый кардамон, и иногда еще его отбеливают и продают так называемый белый кардамон. Ну, естественно, в процессе отбеливания у него теряется очень-очень много вкуса, поэтому белый кардамон я вам покупать не советую. В Китае и в странах Юго-Восточной Азии еще очень распространен так называемый сиамский кардамон. Он такой, так вот выглядит, вот такой круглый такой вот. И, кстати, если вы делаете какое-то блюдо вот с Юго-Восточной Азии, там Китай, Таиланд какой-нибудь, и в рецепте нужен кардамон, то, скорее всего, они хотят, чтобы вы использовали именно вот этот вот сиамский кардамон. Существует еще 4 или 5 там других разных видов кардамона, они не очень распространены. Вот, например, на юге Африки, в районе там Мадагаскара, есть такое растение, называется афромумум, что-то в таком духе. Ну, в общем, про них не волнуйтесь, вы их все равно в магазине не найдете, так что вот, зеленый, черный кардамон, все, что вам нужно будет знать. Кардамон имеет такой остро-пряный, такой вот резкий, пронзительный такой аромат, больше всего напоминающий нотки эвкалипта, камфоры, лимона и мяты. И у черного кардамона гораздо сильнее выражены такие вот очень яркие нотки эвкалипта, особенно камфоры, и запах дыма. Поэтому для меня его запах напоминает запах горелой аптеки. На вкус кардамон он остро-сладкий, но вкус нам не особо важен, потому что мы его используем в минимальных количествах, и нам гораздо более важны его свойства, то, как он влияет на другие специи и другие вкусы в вашем блюде. По функции он вашу еду будет нагревать, по весу вкуса у него вес средний, он то есть не будет сильно давить на другие вкусы, но по объему он будет громкий. То есть если вы чуть-чуть его добавите в ваше блюдо, то он ярко-ярко будет выражен в вашем блюде, его будет чувствоваться прям мимо дома кто-то будет проходить, они будут знать, что вы с кардамоном что-то готовите. Добавлять кардамон обязательно нужно в самом начале готовки. Почему? В процессе термической обработки раскрываются все положительные стороны кардамона, он очень магически просто влияет на все остальные вкусы, на сладкие вкусы, на несладкие. Во-вторых, и самое главное, что вот эти резкие неприятные запахи, они полностью исчезают. И остается только самое-самое-самое лучшее, что в нем есть. Почему я использую кардамон? Такой сложный вопрос, знаете, для меня кардамон, он мне в еду добавляет серьезный вкус. Знаете вот разницу, когда вы дома спекли печенушки, и когда вы заходите в профессиональную кондитерскую, и там такой запах, который обволакивает полностью. Вот для меня это вот и есть кардамон. Берешь, например, вот мой рецепт блан-манже, ссылка там где-то в углу будет.
Сам по себе он просто такой очень-очень нежный, очень вкусный, такой воздушный десерт французский. Когда туда кардамон добавляешь, у всех такие глаза круглые сразу. А что ты туда такое положил? Так пахнет вкусно. Больше всего кардамон используют, естественно, в индийской кухне. На севере Африки его очень часто используют. И, кстати, почему-то в Швеции у них вообще вся кухня там с кардамоном. Я так даже не стал разбираться. Но если кто знает, почему, там, может, кто-нибудь жил или был, расскажите мне, почему в Швеции так любят кардамон. Покупать и хранить кардамон, естественно, лучше всего в коробочках вот таких вот закрытых. Ни в коем случае перемолотый кардамон не покупайте, так как только вы из него извлекаете семена, запах и вкус, и все самые полезные и лучшие свойства кардамона, они моментально улетучиваются. А насчет полезных свойств, кардамон еще очень полезен для здоровья, как всегда. Мой канал не про это, так что кардамон, кстати, можно перемалывать в кофемолке, прямо вот не извлекая семечки, вот так вот. И потом, если это коммерческим способом делать, и если у вас совести нет никакой, вы можете туда еще мусора насыпать всякого, перемолоть все это и потом по обычной цене кардамона продавать, никто не отличит. Так что, еще раз вам повторяю, не покупайте молотый кардамон, покупайте вот такие вот коробочки черным или вот такие вот зеленые. Лучше всего в еде кардамон сочетается, естественно, с корицей, с кофе. Вот турецкий кофе с кардамоном просто шикарно получается. С кориандром, в блюдах карри разного вида. В выпечке, кстати, кардамон сочетается вот буквально со всем. Все, что вы можете положить в вашу выпечку. Какие-нибудь начинки сладкие, не сладкие, там неважно. Булки с начинкой, без начинки, неважно что. Кардамон вам поможет в этом деле. Очень-очень. Кардамон добавляют в хлеб, в печенье, в разные булки. Отлично он сочетается с имбирем. Очень-очень классно он получается с молоком, с любыми молочными продуктами. Его используют в кремах, в соусах разного вида, в сладких, несладких. Его кладут в чай. Вот, кстати, индийский чай. Миллиард человек каждый день пьет, причем они пьют его несколько раз в день. Наверное, какая-то причина есть, может. Кардамон очень-очень хорошо идет в разные блюда с рисом, например, вот несладкие индийское бирьяни. Бирьяни – это типа плова индийского. Или кардамоны цитрусовые – это просто вообще нечто. Попробуйте, я вам очень рекомендую. Естественно, во всех десертах его можно использовать, как во всех, практически во всех десертах его можно использовать. Из мясных блюд вы чаще всего увидите кардамон в блюдах с уткой, рыбой, может быть, бараниной и курицей. Используем кардамон чаще всего в молотом виде. Открываем коробочку, достаем все семена, все перемалываем, и дальше уже по рецепту. Кстати, в индийской кухне черный кардамон очень часто используют прям целиком, его не перемалывают, ничего, прямо вот так вот кидают в блюдо, и оно там варится. И потом перед самой едой или уже в процессе еды его просто достают и выкидывают. Не могу сделать видео без рецептика, поэтому я вам покажу очень-очень простой, очень быстрый такой рецептик. Это будет такой, знаете, нежный, вельветный, кремовый такой рисовый пудинг с кардамоном и ванилью. И я еще хотел туда апельсины добавить, но решил в магазин не идти, поэтому тут все супер-супер просто. Я даже мерки вам никакие давать не буду. Давайте вот я просто покажу, как это делать. Моем рис, добавляем немного ванили, добавляем немного темного сахара, совсем немного, может, пару столовых ложек, так по вкусу, чтобы не было сильно сладко. И потом добавляем немного соли и немного кардамона. И заливаем его молоком так, чтобы оно покрывало рис вот на 2 пальца. Вкуснее будет, кстати, если взять половину молока и половину нежирных сливок. И когда это закипело все, накрываем нашу кастрюлю крышкой и ставим плиту на минимальный огонь и оставляем ее там минут на 20. Через 10 можно вернуться, там это все немножко пошевелить, чтобы просто оно к кастрюле не прилипло. Вот и все. Заканчиваем, когда рис будет вот такой вот консистенции. Добавляем туда хороший кусок сливочного масла и все это активно перемешиваем. И получается вот такой вот вкусненный рисовый пудинг. Туда можно добавить еще, кстати, изюм. У меня вот есть вот такой вареный изюм. Я его с ромом и с сахаром варил. Может, там где-то полгода назад я делал булки такие с изюмом. И берем, значит, изюм, туда добавляем ром, туда добавляем лимонный сок, туда добавляем немного сахара, немного соли и немного воды. И все это варим так минут 10, пока оно немножко так не загустеет. И вот у вас получается вот такой вот шикарнейший, просто обалденно, очень вкусный изюм, который потом можно использовать в какой-нибудь выпечке. Вот я немного его добавлю в мой рисовый пудинг. Хранится он вечно, можете его просто поставить в холодильник. Этот вот у меня уже стоит месяцев 6, наверное. Там. На сегодня все. Увидимся очень скоро. Всем пока.